одной дальневосточной деревне жила молодая семья, Виктор с женой Аней и их пятилетний сын Алеша. Виктор работал на местные предприятия, водителем лесовоза, доставлял древесину на лесопилку из таежного леса. А Аня работала фельдшером в медпункте. В выходные дни Виктор обычно ходил поохотиться на зайца, куропатку, рябчика, что попадется. Таким образом, обеспечивал свою семью мясом, но лишнего никогда не брал. Летом ходил собирать голубику, морожку, осенью грибы, бруснику. В один из осенних дней Виктор отправился за брусникой, набрать на морс. Увлекшись сбором брусники, он и не заметил, как зашел далеко вглубь леса. Набрав брусники, Виктор уже решил возвращаться домой, в деревню. Но внезапно неподалеку услышал какой-то звук. Он прислушался и уже четко слышал, что этот звук доносился впереди от него. Это было какое-то протяжное скуление, скорее завывание. Виктор удивился и насторожился странно, похоже на волчье завывание, но почему днем? А потом подумал, а вообще-то звери иногда ведут себя непредсказуемо. Так что не стоит удивляться этому. И пошел дальше, повернув в сторону деревни. Но тут же, этот странный звук усилился и уже не прекращался ни на секунду. Стал каким-то истошным и жалобным. Виктор остановился и решил, все-таки узнать, что там происходит. Хотя в душе ему было страшновато, а вдруг это на самом деле волк, а может быть и не один там находится. Немного поразмыслил, а потом неспешно пошел к зарослям кустов, за которыми слышался этот звук. Виктор осторожно раздвинул кусты руками и обомлел от увиденного. На траве, под кустом, лежал волчонок-подросток с окровавленным, рваным ухом и глубокой, зияющей раной на боку. Он лежал не двигаясь, жалобно скулил и истошно выл, будто плакал. Виктор кругом огляделся, но его сородичей не увидел и понял, что он здесь совсем один. Увидя Виктора, волчонок не зарычал, не оскалился. Он просто на мгновение замолчал, притих и только жалобно, с отчаянием, с какой-то мольбой в глазах, посмотрел на Виктора и снова заскулил. Виктор, как охотник, понимал, что волчонок эти раны, скорее всего, получил во время охоты на кабана, который оборонялся и поранил его своими клыками. Видно, еще неопытен и не рассчитал свои силы. Столкнувшись с кабаном, подумал он, оставлять здесь тебя нельзя, рана на боку очень глубока, такую рану не залижешь, как делают обычно звери. Волчонок может погибнуть. Виктор осторожно подошел к нему, присел на корточки, чтобы тот понял, что этот человек не хочет причинить ему вреда. Виктор протянул к нему руку, погладил его по голове, а потом снял свою куртку и положил волчонка на нее. Затем взял его на руку, забрал корзинку с брусникой и спешно отправился домой, в деревню. Дома он все рассказал Ане. И они решили оставить его у себя, вылечить, подкормить его, пока не наберется сил. А потом будет видно, что с ним делать дальше. Возможно, волчонок сам решит, где ему лучше быть, у нас или в дикой природе, решили они. Аня обработала и зашила волчонку рваную рану на боку. Алеша был очень рад, что у них появился этот волчонок, тем более он мечтал о собаке. Он вместе с мамой и папой ухаживал за ним, кормил его, играл с ним во дворе. Вскоре у волчонка рана на боку зажила. Виктор смастерил ему большую, добротную будку. Волчонок был чисто серый, и они ему дали кличку Серый, рваное ухо. Так он прижился у них. Привык к ним очень, и они к нему привязались. А для Алеши он стал верным, добрым другом. Прошли осень, зима, весна, лето. Серый стал большим, сильным волком, по поведению, добрым. Но на односельчан он все равно нагонял какой-то страх. Ведь это же волк. Говорили они и уже начали высказывать свое недовольство: негоже держать волка во дворе дома. Пришлось закрыть Серого в большом вольере, который соорудил для него Виктор. Правда, на цепь Серого он не сажал.
Но вскоре Серый затосковал, у него пропал аппетит, а начали стал выть на всю деревню. Виктору было неудобно перед односельчанами. За эти ночные песни, исходящие от Серого, и наконец семья, посоветовавшись друг с другом, решили отпустить волка на волю. Прошло 2 года. Виктор, как и ранее, собрался пойти поохотиться на зайца, шел по лесу, глядел по сторонам и неожиданно угодил ногой в капкан, установленный браконьерами на крупного зверя. Благо на Викторе были толстые теплые валенки, но вскоре он обнаружил открытый перелом. Он начал думать, как ему добраться до деревни, и он принял решение ползти, тем более было не особо-то и далеко, думал он, уже наступал вечер. Виктор полз и услышал вой волков, внезапно перед ним появился волк. Виктор подумал, что это все конец, но приглядевшись, Виктор обнаружил, что у этого волка разорвано ухо. Волк подошел поближе и узнал своего бывшего хозяина. В это время подошли уже и остальные волки со стаи. Вожак начал рычать на своих сородичей, не давая приблизиться к Виктору. Тем временем Виктор продолжал ползти, а волк с порванным ухом сопровождал его. В итоге Виктор дополз до своего дома. Волк еще раз взглянул на Виктора, развернулся и побежал в лес. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь и ставьте лайки.